Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот красивые следки. Следки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Если кого-то заинтересовала данная пряжа и кто-то хочет ее купить, интернет-магазин пряжи СУ предоставляет для всех моих подписчиков скидку в 5% по промокоду, который я напишу на экране выше. Переходите под видео в инфобоксе, я оставлю ссылку и на магазин, и на данную пряжу. Как вы уже заметили, данные следки вяжутся вот из такой вот заготовочки. Изначально я вывязываю резиночку, буквально рядов 5. И далее основным узором я начинаю вывязывать манжет моего следка. Раппорт данного узора составляет 2 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Но данные 4 ряда совсем просто запоминается, и узор очень быстро вяжется. После вывязывания манжета я начинаю вывязывать мысок следка, и именно мыском можно отрегулировать размер вашей ножки. Я свои следки вяжу на размер ножки 37-38. Если вам нужно размер связать побольше, либо поменьше, либо плотность вязания у нас не совпадает с вами, тогда именно длину вот этого вот мыска вы больше ориентируетесь не сколько раппортов провязала я, а так, чтобы вот это вот полотно хорошо закрывало ваш мысок ноги до пальчиков. Именно ориентируйтесь по своей ножке. И после того, когда вот это вот полотно закроет весь ваш мысок до пальчиков, мы сделаем с вами убавление петель, и как раз таки это расстояние закроет остальные ваши пальчики ноги. После вывязывания мыска нам нужно будет поднимать все петли по контуру заготовки и вывязывать подъем следка. И если вы вдруг вязали ваш мысочек длиннее, чем у меня, либо короче, вот это вот количество петель, которое у нас будет набрано на спицу, будет отличаться, так как из каждой кромочной петли по данному мыску мы будем поднимать петлю на спицу. Подъем, получается, я вяжу 10 рядов, это 5 платочных дорожек. После вывязывания подъема мы вывязываем цельно вязаную подошву и делаем один шов по задней части следка. Но шов совершенно незаметный, очень аккуратно все смотрится. Если вам понравилась данная модель следков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицу я набрала 42 петли. И сейчас приступаем к вывязыванию резинки. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Это для того, чтобы узелковый край у нас располагался на изнанке. Вот такая вот ровная аккуратная косичка по краю располагалась на лицевой стороне. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая на протяжении всего вязания. И далее начинаю вывязывать резинку 1 на 1. Только начинаю с изнаночной петли. Получается 1 изнаночная, 2 лицевая. 1 изнаночная, 2 лицевая. Мы с вами вяжем резинку 1 на 1. Таким образом вы довязываете полностью весь ваш ряд. В самом конце у нас провязывается 1 лицевая петля, и последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Второй ряд у нас идет по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее петли все вяжем по рисунку. То есть изнаночные петли мы так и провязываем изнаночными, лицевые лицевыми. И у нас получается 1 изнаночная, 2 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевая. И так далее. Полностью весь ряд мы вяжем. Последняя кромочная петля, как мы помним, постоянно провязывается изнаночной. Довязываем данный ряд до самого конца самостоятельно.
Я провязала данной резинки 2 ряда. Далее данную резинку вы провязываете самостоятельно. Получается третий ряд по изнаночной стороне, четвертый ряд по лицевой стороне и пятый ряд по изнаночной стороне. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, вяжем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Встретимся, когда провяжем 3 ряда, и у нас получится резинка наша, состоящая из 5 рядов. Мы с вами провязали данную резинку. Она у меня состоит, как я повторюсь, из 5 рядов. Если померить в сантиметрах, данная моя резиночка примерно составляет 2,5 сантиметра. И далее мы с вами будем приступать к основному узору наших следков. Первый ряд. Первую кромочную петлю я на протяжении всего вязания буду снимать, не провязывая. И весь первый ряд мы должны провязать с нашей петли все лицевые за правую стеночку петли. Провязываем все наши петли в первом ряду данного узора лицевыми. Обязательно провязываем за правую стеночку, чтобы петли у нас не получились перекрученные. Довязываем таким вот образом данный ряд до самого конца. Последняя кромочная петля будет провязываться изнаночной петлей. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и второй наш ряд, так же как и первый, у нас провязывается лицевыми петлями за правую стеночку петли. Провязываем наши все петли лицевыми. Довязываем данный ряд до самого конца. Последняя кромочная петля провязывается постоянно изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, одна лицевая. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, располагаю нашу рабочую нить перед работой и снимаю, не провязывая, на правую спицу данную петлю. Вот таким вот образом. Данные две петли составляют раппорт узора в ширину. Получается одна лицевая. Следующую петлю мы снимаем, не провязывая, располагаем рабочую нить перед работой и снимаем петлю на правую спицу. Одна лицевая. Петлю снимаем, не провязывая, на правую спицу. Рабочая нить перед работой. Лицевая. Петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Петлю снимаем, не провязывая. И таким образом мы вяжем весь третий ряд. В конце мы провязываем также одна лицевая. Петлю снимаем, не провязывая, на правую спицу. Рабочая нить перед работой. И последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее смотрите, все петли, снятые в предыдущем ряду, в этом ряду мы их также будем снимать, не провязывая, только рабочую нить будем располагать уже за работой. Вот таким вот образом. Все петли, которые мы провязывали в предыдущем ряду лицевыми, в этом ряду мы будем провязывать их изнаночными. Получается, одну петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Следующая петля у нас изнаночная. Одну петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. Следующая петля у нас изнаночная. И таким вот образом мы провязываем весь четвертый ряд. Данные две петли составляют раппорт нашего узора в ширину. Мы с вами провязали один раппорт узора в высоту. Давайте еще один раппорт мы с вами провяжем вместе. Далее вы будете вязать самостоятельно. Первый ряд данного раппорта узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли мы провязываем лицевыми за правую стеночку петли, чтобы у нас петли не получались перекрученные. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая, и далее вяжем все петли обратно лицевыми, так же как мы вязали первый ряд.
Третий ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, одна петля у нас провязывается лицевой, следующую мы должны снять, не провязывая, на правую спицу. Располагаем рабочую нить перед работой и снимаем на правую спицу, не провязывая, следующую петлю. Данные две петли составляют раппорт узора в ширину. Одну петлю мы провязываем лицевой, следующую снимаем, не провязывая, рабочую нить перед работой. Одну петлю провязываем лицевой, следующую снимаем, не провязывая. И таким образом довязываем ряд до самого конца, чередуя данные две петли. Четвертый ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее нам нужно петли, которые мы снимали в предыдущем ряду. Вот у нас идет сразу петля, которую мы снимали в предыдущем ряду, не провязывая. В этом ряду мы ее также будем снимать, не провязывая, только рабочую нить располагаем за работой. Все петли, которые мы провязывали в предыдущем ряду лицевыми, в этом ряду мы их будем провязывать изнаночными. И таким образом у нас получается, одну петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Следующую петлю мы провязываем изнаночной. Одну петлю мы снимаем, не провязывая, следующую петлю провязываем изнаночным. И таким образом вяжем весь четвертый ряд. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Вот таким вот образом выглядит на данный момент наша заготовка для следка. Мы с вами вывязали два раппорта данного узора в высоту, и у нас получились вот такие вот две объемные дорожки. Узор очень красивый, объемный, вяжется легко и сильно полотно не стягивает. Если посмотреть на готовом следке, мы, получается, с вами вывязали полностью всю резинку и два раппорта. Сейчас далее мы будем самостоятельно провязывать раппорт узора, состоящий из 4 рядов. Получается 1, 2, 3, 4 раза. Всего в данном манжете у нас получится 6 раппортов. 4 мы с вами провяжем самостоятельно, 2 раппорта мы с вами уже вывязали. Встретимся, когда вывяжем полностью наш весь манжет, и у нас здесь будет располагаться 6 раппортов данного узора. Я провязала самостоятельно еще 4 раппорта в высоту. Сейчас мой манжет следка состоит из 6 раппортов и данной резиночки. Если померить сантиметром, моя заготовка на данный момент составляет 9 сантиметров. Голубая нить нам больше не нужна, но кончик обрезайте немножко побольше, чтобы этим кончиком сшить вот этот вот участок шва. И далее мы с вами будем приступать к вывязыванию мыска. Сейчас у меня на спице располагается 42 петли. На мысок я даю центральных 14 петель. И получается, по бокам у меня также остается по 14 петель. Поэтому я сейчас разделю все мои петли на 3 спицы. И на каждой спице у меня будет по 14 петель. Вот таким вот образом выглядит мое вязание. Вот эти вот две части я перенесла на спицу на леске, а вот эту вот центральную часть я буду сейчас вывязывать только ниточкой другого цвета. Узор по мыску мы вяжем такой же, как мы вязали по манжету. Присоединяю нить розового цвета, кончик я не закрепляю, просто потом его спрячем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет моей рабочей нити. И далее мы все петли провязываем лицевыми. Это первый ряд нашего раппорта узора в высоту. Последняя петля, это 14-я, провязывается изнаночной, так как она у нас сейчас будет являться кромочной. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя петля на левой спице будет провязываться изнаночной, так как она у нас являться будет кромочной.
Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 петля лицевая, следующую петлю я снимаю также не провязывая на правую спицу. Располагаю свою рабочую нить перед работой и петлю с левой спицы снимаю на правую, вот таким вот образом. Данные 2 петли составляют раппорт нашего узора в ширину. Повторяем: 1 лицевая, вторую петлю снимаем, не провязывая. 1 лицевая, вторую петлю снимаем, не провязывая, нить рабочая перед работой. И таким образом провязываем полностью весь наш ряд. Четвертый ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая, и далее у нас идет петля, которую мы снимали в предыдущем ряду, не провязывая. В этом ряду мы ее также снимаем, не провязывая, только рабочую нить располагаем за работой. Следующую петлю мы провязываем изнаночной. Одну петлю снимаем, не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Следующую петлю провязываю изнаночной. И таким образом мы довязываем ряд. Мы с вами провязали раппорт узора из 4 рядов. По сути, наш узор продолжается далее только на 14 центральных петлях. Далее я буду продолжать вывязывать данный узор из 4 рядов. Получается, по мыску у меня будет провязано 9 раппортов до убавления петель. В самом конце, в 2 последних раппортах, я убавлю петли для мыска. Вы провязываете вот этот вот мысок без убавления петель на такую высоту, пока данное полотно не закроет полностью ваш мысок ноги до пальчиков. Вот это вот расстояние, где мы с вами будем убавлять петли, как раз таки закроет остальные ваши пальчики. Поэтому я буду провязывать в мыске 9 раппортов. Вы провязываете столько раппортов, сколько вам необходимо. Встретимся, когда ваше полотно закроет полностью ваш мысок ноги до пальчиков. Я провязала длину моего мыска. У меня здесь 9 раппортов данного узора. В сантиметрах мысочек примерно составляет мой 9,5 сантиметров. Вся заготовка 18,5 сантиметров. Ширина мыска 7 сантиметров. Сейчас вы данную заготовку примеряете на ногу и смотрите, закрывает ли вот это вот полотно весь ваш мысок до пальчиков. И если данное полотно закрывает весь ваш мысок до пальчиков, тогда вместе со мной будем сейчас убавлять петли для пальчиков. Если вам недостаточно данной длины, либо много, тогда отрегулируйте ее под свою ногу. Первый ряд данного раппорта узора с убавлением петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой петлей. Для этого я первую петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом мы с вами убавили 1 петлю. Далее все петли мы провязываем лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня до конца ряда остается 3 петли. Первую и вторую петлю я также провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой, убавляя уже третью петлю. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, на правую спицу рабочая нить остается перед работой. Далее одну петлю я провязываю лицевой, следующую снимаю, не провязывая. Одну петлю лицевой, следующую снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Следующие 2 петли я провязываю лицевой. Далее петлю снимаю, не провязывая, и последняя кромочная провязывается изнаночной петлей.
Таким образом мы с вами еще убавили 2 петли. У меня сейчас на спице располагается 10 петель. Четвертый ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Следующую петлю, это петля, которую мы снимали не провязывая в предыдущем ряду, я ее также снимаю не провязывая, только рабочая нить за работой. Далее 1 изнаночная, петлю снимаем не провязывая. 1 изнаночная, петлю снимаем не провязывая. 1 изнаночная, петлю снимаем не провязывая. 1 изнаночная и кромочная, последняя петля. Один раппорт с убавлением петель мы с вами провязали. Давайте еще один раппорт мы с вами провяжем, также с убавлением, но убавим только не 4, как в этом раппорте, а только 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой. Для этого я переворачиваю первую петлю, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю 2 петли вместе одной лицевой. Далее все петли я провязываю лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. В самом конце, когда у нас остается 3 петли на спице, первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой. И последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Мы с вами убавили в этом ряду еще 2 петли. Следующие 3 ряда мы провязываем без убавления петель. Получается второй ряд раппорта узора по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываем все петли лицевыми. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю. Далее следующую сразу петлю я также снимаю не провязывая, рабочая нить располагается перед работой. Третью петлю с правой спицы я провязываю лицевой. Далее повторяем, петлю снимаем не провязывая, следующая лицевая. Петлю снимаем не провязывая, рабочая нить перед работой, следующая лицевая. И последняя кромочная. И у нас остается четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее у нас идет изнаночная петля, я ее так и провязываю изнаночной. Следующую петлю на правой спице мы снимали не провязывая в предыдущем ряду. В этом ряду мы ее также будем снимать не провязывая, только рабочую нить будем располагать уже за работой. Повторяем. 1 изнаночная, петлю снимаем, рабочая нить за работой. 1 изнаночная, петлю снимаем не провязывая. И кромочная петля. Мы с вами провязали уже второй раппорт узора с убавлением петель. И у меня сейчас на спице располагается 8 петель. Мысок больше вязать не будем. Сейчас обратно примеряем данную заготовочку на вашу ногу, и все ваше полотно для мыска должно закрывать ваш мысок по ноге и все ваши пальчики. Вот таким примерно образом. В сантиметрах длина мыска в нерастянутом виде составляет 11,5 сантиметров. Далее вот эту вот нить мы обрезаем, она нам больше не нужна. И сейчас мы с вами будем вывязывать подъем и поднимать все петли по контуру нашей заготовки. Начинать вывязывать мы будем с самого начала, вот отсюда. Присоединяю нить розового цвета, никаких кончиков я не закрепляю, просто потом эту нить спрячем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли с этой спицы я провязываю лицевыми. Это у меня здесь будет 14 петель. Далее по вот этому вот краю мыска мы должны поднять все петли. Получается, из каждой кромочной петли мы поднимаем одну петлю на спицу. Если посчитать по вот этим вот раппортам, из каждого раппорта, так как он состоит у нас из 4 рядов, у нас должно подняться 2 петли на спицу. Если вы вязали такими же расчетами, как и я, у вас по данному краю должно подняться 22 петли. Ввожу свою основную спицу. Если кому-то сложно спицы, можно воспользоваться крючком. За 2 дужки кромочной петли подхватываю рабочую нить
и поднимаю петлю на спицу. В следующую кромочную петлю ввожу свою спицу за 2 дужки, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. Вот таким вот образом мы уже с вами подняли 2 петли. Далее 3-я петля, 4-я, 5-я и так далее. Крючком все делается так же. Вводим крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываем рабочую нить и вот таким вот образом поднимаем петли на крючок. Вы делаете как вам удобно. Далее самостоятельно по данному краю поднимаем все петли. После того, когда по данному краю все петли вы подняли, будем провязывать вот эти вот 8 петель мыска. Все петли провязываем лицевыми за правую стеночку петли. Далее со второго края мыска мы также должны будем поднять все петли. Столько же петель, сколько поднимали с этой стороны. Получается, у меня поднимется 22 петли. Поднимаем таким же образом. Вводим спицу в первую кромочную петлю, подхватываем рабочую нить и вот таким вот образом поднимаем все петли. Кому неудобно спицы, можно воспользоваться крючком. И таким образом мы поднимаем все петли далее самостоятельно по данному краю. Все петли я подняла по данному краю, осталось провязать вот эти вот 14 петель. Провязываем также эти все петли лицевыми. Последняя кромочная петля будет провязываться изнаночной. Вот таким вот образом у меня выглядят все мои наборные петли. Всего у меня сейчас на спице располагается 80 петель. Но если вы вязали свой мысочек короче, в длину, либо длиннее, тогда у вас на спице будет другое количество петель. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону, и сейчас вот эти вот все петли мы будем провязывать лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее все петли на спице я буду провязывать лицевыми. Смотрите, если вы вяжете такой же спицей, как и я, в некоторых местах вам неудобно вязать, можете из лески делать вот такую вот петельку в любом месте, где вам необходимо, и провязывать далее. Довязывайте далее полностью все ваши петли до самого конца. Последняя кромочная петля будет провязываться постоянно изнаночной. Мы с вами провязали, получается, 2 ряда по контуру вот этой вот заготовки. Первый ряд, когда мы с вами поднимали все эти петли. Второй ряд по изнаночной стороне мы провязывали все петли лицевыми. И у нас с вами образовалась уже одна такая вот платочная дорожка по краю. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязываем вот этот вот подъем. И подъем у меня состоит из 5 платочных дорожек, это 10 рядов. Одну платочную дорожку, то есть 2 ряда мы с вами провязали вместе. Далее все петли будете по контуру провязывать самостоятельно, постоянно лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду 8 рядов, пока у вас не получится именно по подъему 5 платочных дорожек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Сейчас мы все петли на спице, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, будем провязывать постоянно лицевыми. 8 рядов. Встретимся, когда мы вывяжем с вами полностью весь подъем, и он у нас будет состоять из 5 платочных дорожек. Я вывязала подъем моего слитка. Получается, всего у меня розовым цветом провязано 10 рядов. Это 5 платочных дорожек. Сейчас наша заготовочка выглядит вот таким вот образом. И далее мы с вами будем начинать вывязывать цельно вязаную подошву. Для подошвы я отдаю центральные
12 петель. Так как у меня на спице располагается 80 петель, на мысочек я отдаю центральные 12 петель, и по краям у меня остается по 34 петли. И эти все петли по краям я буду убавлять. Если у вас вдруг на спице располагается другое количество петель, вы также на подошву отдавайте центральные 12 петель, а все остальные петли делите на две равные части, и вот эти вот части вы будете так же, как и я, убавлять. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу лицевыми петлями 33 петли. Если вместе с кромочной, у меня должно быть провязано 34 петли. 34 петли я провязала. Сейчас нам с вами понадобится 2 маркера. Получается, провязываем первая петля подошвы лицевой петлей. Сразу после этой петли, получается, между первой и второй, вешаю на спицу правую первый маркер. Далее провязываю петли подошвы лицевыми. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и 11. И сразу после 11 петли, это между 11 и последней 12 петлей, я повешу второй мой маркер на правую спицу. И получается, после второго маркера в каждом лицевом ряду мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за правые стеночки петли. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. И далее до второго маркера мы петли постоянно будем провязывать лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после маркера во всех изнаночных рядах мы 2 петли вместе провязываем, но уже одной лицевой петлей. Вот таким вот образом. Давайте данные два ряда мы с вами еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер первый перебрасываю на правую спицу и далее провязываю до второго маркера все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после маркера во всех лицевых рядах мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу, и далее провязываем все петли лицевыми до второго маркера. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и во всех изнаночных рядах сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом мы будем провязывать нашу подошву, далее убавляя петли. Получается, во всех лицевых рядах первую кромочную петлю мы снимаем, петли между маркерами постоянно будем провязывать лицевыми, и сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах первая петля кромочная снимается, не провязывая, петли между маркерами постоянно провязываются лицевыми, и сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе, но уже одной лицевой петлей. Таким образом мы вывязываем нашу подошву, далее убавляя боковые петли до того, пока у меня в самом конце не останется по 5 петель боковых. Получается 5 петель с одной стороны, 12 петель это петли подошвы и 5 петель со второй стороны. Вывязываем далее нашу подошву самостоятельно. Я вывязала мою подошву, вот таким вот образом она у меня сейчас выглядит. На спице у меня осталось, получается, по 5 петель с каждого края, плюс 12 петель это петли подошвы. И сейчас мы, убавляя вот эти вот боковые петли, будем убавлять петли в подошве.
Первый ряд получается наши подошвы с убавлением петель на пяточку. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У нас до маркера второго остается 2 петли, я их провязываю за верхнюю правую стеночку одной лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей, так как это у нас лицевая сторона. Таким образом мы будем далее провязывать все наши лицевые ряды. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. И данные 2 петли я также провязываю одной лицевой петлей, так же как и в лицевом ряду. Маркер перебрасываю и далее 2 петли после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю одной лицевой петлей. Так мы с вами будем провязывать далее все изнаночные ряды. Давайте еще с вами 2 ряда повторим, далее будете убавлять петли самостоятельно. Первую петлю снимаю не провязывая на правую спицу, маркер, вяжу все петли далее лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. И данные 2 петли я провязываю вместе одной лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу и сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. И данные 2 петли я сейчас провязываю одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю и сразу после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким же образом убавляйте далее оставшиеся боковые петли. У меня осталось с одной стороны 3 боковые петли и со второй стороны 3 боковые петли. Подошва у меня уже сейчас состоит из 8 петель. Я убавила все боковые петли и у меня осталось 3 петли, и это 3 петли подошвы. Маркеры я уже сняла. Они нам не нужны. И сейчас мы эти 3 петли стянем между собой. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю одной лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Вот таким вот образом я стянула все наши петли в одну. Далее мы рабочую нить обрезаем немножко побольше, чтобы этой нитью потом сшить вот этот вот шов. Рабочую нить продеваем в открытую петлю и петлю затягиваем. Вот таким вот образом выглядит наша заготовочка для слитка. Осталось только сшить задний шов. Смотрите, оставляем только 2 кончика от нитей. Одним кончиком мы сошьем вот эту вот часть шва, и вторым голубым кончиком мы сошьем вторую часть шва. Все остальные кончики прячем по изнаночной стороне самостоятельно и обрезаем. Розовый кончик от нити я вставила иглу с широким мышком, и смотрите, каким образом мы будем сшивать данный шов. Сшиваем данный шов не за кромочные вот эти вот петли, а дужки петель, которые располагаются сразу за кромочными, и они у нас относятся к платочным дорожкам. Получается, ввожу свою иголочку снизу вверх за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей и относится к платочной дорожке с одной стороны и таким же образом со второй стороны. В следующую платочную дорожку ввожу иглу снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны, со второй стороны. Сшиваем последнюю розовую платочную дорожку с одной стороны и таким же образом со второй стороны.
Далее мы шов этот разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Выводим его на изнаночную сторону и обрежем. И далее будем сшивать нитью голубого цвета. Вставила иглу в голубую нить, и смотрите, далее у нас идет узор. В узоре мы будем также сшивать не закромочные петли, а петли, которые будут располагаться сразу за ними. Смотрите, где идет такая вот выпуклая дорожка, я по этой дорожке ввожу иглу за дужку от петли снизу вверх. С одной стороны по данной выпуклой дорожке и со второй стороны. Далее у меня идет такой вот промежуток между дорожками. Я ввожу иголочку за внутренние дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной петлей с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Иголочку обязательно вводим снизу вверх. Далее обратно идет такая вот выпуклая дорожка раппорта узора. Я ввожу иголочку за дужку, которая идет по данной дорожке с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Далее обратно в этот вот промежуток между дорожками объемными я ввожу иголочку за внутренние дужки с одной стороны и со второй стороны. И таким образом мы будем сшивать вот этот вот синий шов до резиночки. Шов по узору я сшила, вот таким вот образом он у меня смотрится. Очень все красиво и аккуратно. Не забываем разравнивать шов, чтобы ничего не стягивало наш следок. И далее у нас идет резинка. Ввожу иголочку за внутренние дужки, которые располагаются между кромочной косичкой и следующей изнаночной дорожкой с одной стороны и таким же образом со второй стороны, с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Иголочку обязательно вводим снизу вверх. Вот таким вот образом мы с вами сшили и шов нашей резинки. Далее нить выводим на изнаночную сторону, обрежем и закрепим по изнанке. И после того, когда мы спрятали с вами все кончики, сшили шов, вот такие вот красивые очень следки у нас с вами получились. Смотрятся они очень красиво, на ножки сидят идеально. Данный шов очень аккуратный. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.